Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. С вами Олег Михайлович, печник, блогер, ведущий канала Пламя. Ребята, в этом ролике я отвечу на 5 самые часто задаваемые вопросы. И на примере моего барбекю комплекса узнать все ответы. И первый вопрос, который чаще всего мне задают: как же разметить двойной зуб? Ну что, поехали на дачу и сразу приступим к просмотру моего ответа. Поехали! Как рассчитать перелом двойного зуба? Отправная точка у нас является перекрытие портала. То есть вот эта вот наивысшая точка и есть отправная. Неважно, арка или прямое перекрытие. Если вы поднимаете перекрытие, перекрываете на вот этой высоте, неважно там какая она, хоть метр, хоть 50 сантиметров, то у вас перелом зуба должен быть выше перекрытия портала. Примерно 7-10 сантиметров. Почему я такие интервалы называю? Чтобы проще было вам собирать. То есть вот по рядам вы посчитали, вышло на 7 сантиметров. Ряд закончился, срезали его в горизонтальную плоскость. Вот этот ряд у меня срезан в горизонтальной плоскости. То есть ровный верх у него. И на него я кладу тычковый ряд. Тычком перевязал, и начинается второй зуб. Второй зуб заканчивается у нас сечением дымохода. Сечение дымохода напрямую зависит с шириной портала. То есть, если у вас портал метровый, то сечение дымохода 27 на 27. И все дымоходы делаете до метра. Ширина портала до метра, 27 на 27. Если уже ширина портала идет 1,10 м, там 1,20 м, то и, соответственно, увеличиваете сечение дымохода. 27 превращается у вас в 38 на 27. Ну и так далее. В общем, еще раз повторяем. Отправная точка у нас перекрытие портала. Выше перекрытия портала начинается перелом зуба. 7-10 сантиметров. Примерно 12-15 градусов наклон первого зуба. Самый простой отчет — это вот от задней стенки мангала вам надо наклонить его вперед на длину кирпича, которую вы собираете. 25 сантиметров это чаще всего. Бывает 30 сантиметров отступают от задней стенки, чтобы поместилась труба от печки под казан. То есть вот у вас две отправные точки. Первая точка выше портала 7-10 сантиметров и от задней стенки 25 сантиметров. Ставите вот здесь эту точку, линию, и вот вы отмечаете линию, где отрезать вот эти кирпичи с левой и с правой стенки. Первый зуб начинается у нас 1, 2, 3, 4. Вот четвертый ряд уже начинается зуб. Это делается для того, чтобы можно было установить решетки или там шампур, чтобы можно было поставить, чтобы он не упирался уже в наклон первого зуба. Это вот все касается расчета второго зуба. Так, друзья, где же размещается лампочка? В каком месте? Из каких материалов она сделана? Лампочка размещается либо с правой стороны барбекю комплекса, либо слева, либо сразу с двух сторон. Устанавливается защитная полосочка из нержавейки. Значит, смотрите, ближе к арке и буквально вот пару рядов от низа арки. Либо же, если это арка вот так брать, то вот от верха практически в одной плоскости. То есть слишком высоко ее туда не надо поднимать. Пусть она вот здесь будет. Здесь у нас идет подсос воздуха, и лампочка таким образом охлаждается. За 2 года, то уже и больше, я эту лампочку ни разу еще не менял и даже не вытирал. Видите, здесь в принципе даже и копоти у нас нету. Поэтому лампочка хорошо работает, не перегорает. Температура лампочки 150 градусов. Температура газов, которые здесь проходят, 120 максимум градусов. И то это если здесь прям костер горит. А так 60-70
градусов в этом месте температура. Самое лучшее, конечно, сделать лампочку справа и слева, с двух сторон. Вот смотрите, сейчас лампочка включена. И сейчас я ее выключу. Вот с выключенной лампочкой, ну, понятно, видно что-то, но когда включена, то лучше, гораздо лучше все видно. В общем, какие материалы? Керамический патрон, самый простой, за 40 рублей его покупал. И, кстати, диаметр его тоже 40. Вот. Высверливаете перфоратором, тоже с 40-ковкой коронкой, без режима перфорации. То есть просто как сверло включаете и сверлите. Кирпич хорошо смачиваете, чтобы перфоратор не разбил этот кирпич и легче было вам просверлить, смачиваете и без режима перфоратора. Это все понятно. Теперь здесь на эту сторону вы выводите включатель. То есть схема подключения очень простая. У нас два провода идут на подключение. Один провод напрямую соединяется у нас включателем и лампочкой. А второй провод идет, значит, через включатель. То есть включатель у нас как бы разрывает и соединяет два этих провода. И все. Далеко слишком не ставите. И советую вам включатель ставить, чтобы в одну линию с лампочкой было. Чтобы вы понимали, где у вас что находится. Обязательно между кирпичной кладкой пучок проводов оставляйте. Ну, хотя бы сантиметров 30 запас, чтобы можно было вытащить ее розетку, эту включатель, вернее, поменять там что-то. Также с этой стороны можно было вытащить лампочку вместе с патроном и поменять на новую. То есть запас проводов обязательно. Вот так вот. По лампочке все понятно. Вопрос по поводу толщины шва. Да, смешно звучит, но очень часто меня спрашивают, какая толщина шва, ну и вообще какие растворы используют. Друзья, смотрите, на огнеупорных кирпичах, везде, где бы они ни лежали, в печке, в мангале, там, в духовке, в коптилке, толщина шва должна быть минимальной. Вот, от 1 до 3 миллиметров. Бывает такое, что нет возможности сделать его тонким, поэтому такой интервал толщины шва. С чем это связано? Почему такой интервал? Ну, во-первых, с геометрией кирпичей. Они бывают и дугой, там, и всякие пропеллером, поэтому тонкий шов не всегда получается сделать. И вторая причина – это шамот. Шамотная крошка, которая находится в шамотной смеси. Да, вот так. Что в этом случае можно сделать? Просто просеивайте через мелкое сито. Вот как муку вы просеиваете, вот через такое же сито просеиваете шамотную смесь. Вся мелкая фракция пройдет через сито, а все вот эти горошинки, куски, они бывают и размером с гречку, и с горох, и с фасоли, но всякие бывают. Ребята, я понимаю, почему Михалыч сказал, что он похож на гречку, потому что оно реально прям вот, смотрите, гречка. Блин, дай бог здоровья производителю. Но вот это вот что такое? Это вообще ужас какой-то. Ну, в общем, обращайте внимание на отзывы при покупке. Вот эти все куски, вы их выбрасываете, они буквально там, может, жменька на мешок получается. Но вот они именно и мешают. Иногда бывает так, накладываешь на кирпич, да, постель этой смеси. Кирпич ставишь, а он по этим кускам шамота катается, то есть не прилипает. Когда вот так просеете, кирпич будет прямо влипать, как в клей. Значит, обязательно смачивайте кирпич перед тем, как наносить смесь.
мочите поверхность, на которую наносите, и смачиваете кирпич, который будете приклеивать. Это важно, друзья. И почему тонкий шов важен в огнеупорных кирпичах? С чем это связано? Это связано с его выгоранием. Очень часто заблуждение вводят, ну, не то что опытные печники, да, печники, может даже сказать, без опыта работы, они вводят в заблуждение, говорят, что при обжиге эта смесь превращается тоже в камень, и монолитная топка получается. Нет, друзья, это неправда. Как раз таки наоборот. Огнеупорную шамотную смесь и делают такую, чтобы она не запекалась и не превращалась в камень. Почему? Да потому что все это движется, друзья, расширяется и сужается. Это как живой организм. То есть при нагревании огнеупорная топка, она расширяется по кругу. То есть и вниз, и вправо, и влево, вперед, и назад, и наверх. Поэтому и смесь, она тоже дышит. Так вот, когда горит костер, эта смесь, глина выгорает. И если вы сделаете вот такие вот швы, вот по сантиметру, эта вся глина со временем выгорит, высыпется, и у вас вся топка просядет. Вот представьте, если 10 рядов и по 1 сантиметру швы, да, то вот на 10 сантиметров у вас вся топка уйдет вниз. То есть сохнется. Все это плачевно будет. Поэтому и делают тонкий шов, чтобы при выгорании или износе всей этой смеси у вас топка практически не изменилась. Вы визуально этого не увидите. Самая большая высокая температура у нас на дно падает. Здесь тоже вертикальные швы. Ну, можно делать, можно и не делать. Можно просто вплотную их наложить, но на раствор. Первый зуб очень большую температуру на себя берет. Он расширяется вправо и влево, поэтому его нельзя перевязывать с правой и левой стенкой мангала. То есть у него свое тепловое расширение. У стенок справа и слева они практически холодные. У них движения практически никакого нет. Поэтому связывать их между собой нельзя. Ну, не то, что нельзя, не рекомендуется. Пусть зуб сам по себе ходит, а эти сами стоят. На качество и прочность топки это никак не отражается. Дымосборник перевязывается только с передней части. Задняя часть дымосборника просто ложится на второй зуб. Там тоже никаких перевязок других нету. То есть по кругу сами кирпичи перевязываются, и углы с передней части перевязка есть. Ну и там, друзья, температуры уже вообще такой нету высокой. 80 градусов температура. Если, конечно, туда не летит прям пламя огня. Если бывает такое, что огонь аж в трубу залетает, тогда уже, конечно, все это плохо отражается на печках. Поэтому такие мегакостры, убийственные для конструкций кирпичных, не рекомендуются. Это все-таки не железная печка, не чугунная, а кирпичная. Поэтому бережно к ней надо относиться. Не перетапливать ее, не уничтожать ее. То есть смотреть за костром, чтобы он не был сильно высокий, иначе перетоп будет перекаливаться вся топка. Об этом часто опытные печники говорят. Ну и мы, кто вот барбекю собирает, тоже об этом предупреждаем. Особенно, когда заказчики уезжают на уикенд, а дома остаются дети. Вот дети тут и как раз и вытворяют чудеса с вашей конструкцией. Вы приезжаете, и все в шоке, что же тут произошло. А вот, не знаю, папа, она сама почему-то, я слышу, так бац, и лопнула. Поэтому следите за вашей... Это ваши инвестиции, да, как принято говорить. То есть вы вкладываете сюда деньги, поэтому и отношение к ней должно быть бережно, как к печке, как к живому организму. Швы на огнеупорных кирпичах, по-моему, максимально развернуто рассказал. Теперь швы на облицовочных кирпичах. Здесь интервал, друзья, от нормальных размеров, это 5 миллиметров, и до 1,5 сантиметров. Тут уже какой стиль. У меня вот здесь сантиметровой толщины швы, это типа баварской кладки, поэтому здесь чуть потоньше швы. Но еще за счет того, что они белые,
они как бы еще визуально расширяются. Это все на ваш вкус. Когда я этот барбекю собирал, была модна такая кладка. Я думаю, через 5 лет будет мода черные швы делать, или сейчас уже черные, потом опять все вернется. В общем, я сколько работаю на стройках, все время это меняется. Поэтому здесь вы чисто визуально. Но главное, чтобы они тут были. Без швов вообще не рекомендуется без раствора собирать облицовку. То есть раствор это как связующий элемент, который связывает конструкцию, да, вот эти все ряды, кирпичи между собой и дает прочность конструкции всей. Значит, мангал, несущие стены, это и есть вот наружная кладка. Это скелет. А внутри это дышащий, то есть живой организм. Поэтому здесь кладку, если вы делаете из огнеупорных, то есть кладку делаете из щелевых кирпичей, то значит вы должны отделять всю шамотную топку от облицовки базальтовым листом. Самый идеальный и лучший базальт это вот такая вот структура. Вот обратите внимание. Вот такие плотные волокна. И фольга прям очень жесткая, прям можно порезаться. Вот такая вот структура базальта. И, друзья, очень часто путают, ставят горячему фольгу, потому что кто-то сказал один раз, что фольга отражает тепло, поэтому надо фольгой к горячему. Нет, друзья, к горячему мы ставим базальт, потому что именно базальт рассчитан на перепады высоких температур и на сдерживание высоких температур. А фольга, она просто как бы отражает эту всю температуру обратно в базальт. Это тоже очень важный, ну и спорный момент, конечно. Тут кто-то может быть согласен со мной, кто-то не согласен. Особой разницы нет, друзья. Главное, чтобы он там был. Бывает вообще без фольги, тогда люди стоят и чешут затылок свой, думают, как же теперь ставить базальт? Нет уже фольги. Так вот, друзья, фольгой к холодному, базальт к горячему. Толщина шва на ваш вкус. От 5 миллиметров до сантиметра. Ну, самый часто распространенный, как мне кажется, 7 миллиметров вполне себе так красивый шов получается. По швам все. Смеси. Самая популярная сейчас на сегодняшний день смесь 2023-2022 это Мертель. Мертель терракот в черных мешках. Но вообще, друзья, если у вас такой нету смеси, то любая, в принципе, подойдет для внутренних работ, имеется в виду внутри топки. А не снаружи, как многие думают, снаружи, да, и внутри, да. Значит, снаружи это снаружи помещения, внутри это внутри помещения. Нет, друзья. Внутри это внутри камина, снаружи это снаружи камина. Не путайте. Самое главное, температура. На мешках должно быть написано, ну, минимальная температура 800 градусов. И до 1800 бывает температура. Там подольская какая-то. Чисто глину не берите. Вы с ней замучаетесь. Или вам придется тогда еще добавлять туда песок. В пропорции 1 часть глины, 3 части песка. Еще раз. Мертель в черных мешках. Терракот фирма. 1700 градусов. Просеиваем, если попадается шамотик. На облицовку бывают белые смеси готовые, бывают другого цвета готовые смеси. Все их ищите в строительных магазинах. В каждом регионе свои производители. Я выполнял кладку на екатерининские смеси, то есть ЕС называется фирма, ЕС Екатерининские смеси, то есть Краснодар. Были раньше шахтинские смеси, тоже хорошего качества. У вас могут быть другого. Сейчас, я не знаю, модно, не модно белый шов. Если выполняете кладку на цемент с песком, значит, пропорции такие 1 к 3 или 1 к 4. Самая распространенная пропорция на стройках это 1 к 4. То есть 1 часть цемента, 4 части песка.
Это на облицовку. На огнеупорный шамотная смесь. Бывают еще забутовочные кирпичи. Это красные колхозные кирпичи, рядовые. Ну, в общем, по-разному их везде называют. 25 на 12 сантиметров размеры его. Он также выполняется на кладку между, ну, вот где он идет в проектах, да, везде он тоже выполняется на цементную песчаную смесь, на раствор. Это вот все, что касается смесей. Часто очень спрашивают один и тот же вопрос про плиту под казан. Рассказываю основные моменты, которые вы должны запомнить при сборке конструкции. К примеру, вы купили проект мангала с печью под казан. Вот. И у вас плита уже была приобретена. Размеры не совпадают с проектом. Что делать? Раскладываете первый ряд. Кладете плиту на самое дно, на первый ряд этот, на бетон прямо положили плиту. Значит, ваша задача обложить ее облицовочным кирпичом, эту плиту, и она у вас не будет в одной линии с мангалом. То есть вся эта конструкция уйдет назад. Это очень важно. Именно размеры чугунной плиты задают размер топочной камеры печки. Это важный момент, друзья. Чем печка под казан отличается от отопительно-варочной печки? Ну, там бывают шведки, всякие голландки, там другие названия. Именно размерами чугунной плиты и ее особенностями установки. Как многие, ну, может кто-то не знает, размер плиты отопительной печи, у нее ширина 40 сантиметров, длина 70 сантиметров. И устанавливается она с зацепом всего по сантиметру с каждой стороны. То есть это все ограничивает возможности печки отопительной. То есть это отопительный прибор, плюс придумали чугунную плиту, чтобы на ней еще готовить. Размеры топки в печке ограничены. Специально все это делалось, чтобы тепло не отапливало саму печь, а все тепло уходило в дымоходы и нагревало всю печку, а не только топочную часть. В печках под казан все по-другому, друзья. Здесь важны размеры плиты, потому что казан имеет свой размер. Ну вот, если в этой плите, да, в простой плите под печку отопительную у нее 40 сантиметров ширина, то в плите под казан, друзья, большое отверстие 43 сантиметра диаметр. Понимаете, да, теперь разницу? И еще по бокам остается место. То есть бывают плиты максимальных размеров 75 на 75 сантиметров. И самые маленькие 50 на 50 сантиметров. Так вот, друзья, плиты под казан ложатся, зацеп у них не по сантиметру, а ложатся они практически на всю площадь огнеупорного кирпича. Это тоже важный момент. Поэтому я еще раз говорю, вы кладете плиту на пол, обложили облицовкой и выкладываете огнеупорный кирпич. Собираете топку с таким расчетом, чтобы огнеупорный кирпич сильно не выступал за пределы чугунной плиты. Ну, смотрите, чтобы этот кирпич не входил за кольца, да, в плиту, чтобы кирпич огнеупорный не выступал, чтобы казан у вас не упирался в эти кирпичи, а становился свободно. Иногда приходится кирпичи немножко подрезать, если получается, что сильно они вовнутрь выходят. Поэтому чугунная плита задает размеры топочной камеры. Значит, с чем это связано? Почему так важно, да, чтобы огнеупорный кирпич не выступал? Потому что финишное покрытие, друзья,
не должно опираться на огнеупорный кирпич. В идеале, когда у вас огнеупорный кирпич идет четко с границей чугунной плиты. То есть у меня здесь огнеупорный кирпич вообще никуда не выступает. Он прям четко лежит. Плита легла на кирпич, и нигде он не выступает. Значит, если же, смотрите, выступает у вас огнеупорный кирпич, ну там на 5 сантиметров, допустим, и на него надо ставить гранит. Вы делаете так, чтобы на огнеупорный кирпич ложился базальт, и сверху базальта у вас нависало вот этот гранит или керамогранит. То есть без раствора. Если вы туда раствор наложите, то, как я уже говорил, да, как я уже говорил, огнеупорная часть, она вся вот так дышит. То, поднимаясь печка при нагревании, будет поднимать и ваш гранит, ну или керамогранит. Поэтому все это взаимосвязано, друзья. Если у вас вдруг маленькая плита, то вся она должна уходить в угол самого барбекю комплекса. То есть там подключение идет к мангалу, не меняется, меняется только размер самой печки. Если у вас 60 на 60 сантиметров плита, то в принципе можно ничего не менять, а по проекту и собирать. 70 на 70 и 75 на 75 сантиметров тоже можно вот по проекту четко вы соберете. Если маленькая, тогда уже немножко придется проявить симпровизировать, да. Это по печке, по размерам. Теперь по высоте. Самое главное, да, в этом высота печки. У вас она рассчитывается от высоты финишного покрытия, друзья. Вот, запомните. То есть гранит у вас или керамогранит. От этой высоты вы уже делаете расчет высоты топки самой печки и толщину плиты. Значит, высчитали, все должно в одной плоскости выйти. Если у вас, допустим, гранит выступает настолько, плюс толщина самой чугунной плиты пару сантиметров, значит, гранит 3 сантиметра, 2 сантиметра плита чугунная, 1 сантиметр глины, да, ну, шамотной смеси. Если толще 2 сантиметра шамотная смесь, то советую вам в нее прям по кругу вот так вдавить базальтовый шнур. Покупаете сантиметровой толщины и по периметру прям в эту смесь вдавили. Это как армирующая, да, как связующая, такой вот, как арматура будет. То есть, если где-то глина эта толстая лопнет, то базальт этот будет держать. Все лишнее повытирали внизу. Внутри повытирали все, что выдавилось. Все, у вас плита готова. Потом укладывайте финишное покрытие с таким расчетом, чтобы был тепловой зазор. Обязательно. Минимально 3 миллиметра, ну максимально сантиметр. Сильно большие не надо делать. Можете заполнить туда, значит, базальт. Прям кусками нарвать. Можно каолиновую вату использовать. Запихнули в щели, и можно миллиметра 3 раствором, шамотным раствором, шамотной смесью замазать эти швы, чтобы не было вот этих дырок. Плиты бывают нескольких заводов-производителей. Самые распространенные у нас в России — это Рубцовский литейный комплекс и компания, не знаю, правда, как она точно называется, но плиты называются Везувий, чугунное литье Везувий. Это вот два основных у нас, ну как Sony и Panasonic, или Mercedes и BMW. Что лучше, что хуже, вы сами определяетесь. У меня Рубцовский литейный комплекс, толщина плиты 3 сантиметра. Значит, там есть в Рубцовском литейном комплексе две основные плиты таких размеров по 70 сантиметров. Это вот печка, это плита как раз та, которая нужна, с круглым отверстием. Ну, если я путаю название, смотрите, самое большое кольцо убирайте, круглое, вот такое вот гладкое отверстие должно быть, без вот таких выступов. Это вот с круглым гладким отверстием, это то, что надо. По плитам все. И смотрите,
еще дополнительная информация бонусом, да, приточная вентиляция. Если у вас закрытая беседка, то обязательно вам надо делать приточную вентиляцию для того, чтобы выравнивать баланс давления воздуха в помещении и на улице. Не для того, чтобы кислород был к костру. Но это тоже важно, да, но в основном основная причина это перепад давления. Когда костер горит здесь, создается тяга так называемая, да, которая высасывает воздух из помещения. Так вот, сколько воздуха высосало, столько и должно зайти. Поэтому открываем задвижку, не забываем. И если у вас нету приточной вентиляции, то вот так просто окошко приоткрываем. И этого будет достаточно. Можно также просто двери открыть. Летом нормально, зимой холодно, поэтому делаем приточную вентиляцию с подогревом воздуха. Можно, вот как у меня один подписчик, Александр, поделился такой информацией, да, он сделал проем и воткнул туда тепловую пушку. И говорит, все работает, в принципе, много не наматывает света. Пару слов рекламы о проектах. Если вы хотите своими собственными руками собрать барбекю-комплекс, практически любой сложности, самое распространенное это вот мангал с печью под казан, то есть у меня порядовки. Порядовки рассчитаны на самостоятельную сборку. Вся информация прописана для новичка. То есть не просто фотографии рядов, которые непонятно, что вы там собирать будете, а именно ряды у меня в такой проекции сфотографированы, чтобы можно было видеть предыдущие ряды. Это лучше усваивается информация. И также на каждом ряду я прописал, что именно надо делать. То есть небольшая сопроводительная записка. Также во всех проектах посчитаны все материалы. Указаны размеры чугунного литья, которые требуются. Количество кирпичей огнеупорных, облицовочных. Количество смеси. Уголки, которые требуются на перекрытие дна мангала. Все, весь металл, который требуется, там подвесы от гипсокартона для того, чтобы перевязку делать в тех местах, где нет кирпичной перевязки. Это все посчитано и указано, друзья, в проектах. Также есть 3D-модель, то есть весь этот барбекю-комплекс оцифрован, собран по кирпичам на компьютере. Я его собирал сам лично в SketchUp. Значит, все кирпичи там порезаны. То есть любой кирпич вы можете взять из конструкции и посмотреть, он будет там срезан. Если чекушка, то значит чекушка. Если трехчетверка, то значит трехчетверка. В программе SketchUp вы можете взять рулетку. Там есть вот такая вот рулетка в SketchUp есть. Вы можете снимать там любой размер. То есть в момент сборки вы будете иметь возможность подходить к настоящему барбекю комплексу, обходить его с любой стороны, заглядывать там, вытаскивать любой кирпич, класть его на место. И, допустим, если вы какие-то ряды собрали уже, да, последующих еще нет, можете последующие ряды открыть и посмотреть, как дальше будет собираться конструкция. Я еще раз говорю, основная технология выложена в самой порядовке. Я все постарался разъяснить так, чтобы у меня люди собирали барбекю разных специальностей. У меня собирают и музыканты, и юристы, и учителя, и водители, и пенсионеры, и военные на пенсии, и полицейские на пенсии. Так что люди разных специальностей у меня собирают барбекю-комплекс по этой технологии, то есть по проекту. Друзья, в каждом проекте имеется двойной зуб, расчеты двойного зуба, разрезы конструкций. Так что вся информация у вас будет в наличии. Все мои проекты находятся на сайте mangalyplamя.ru. Можете пройти, выбираете, оплачиваете. К вам на почту придет проект. Вам надо будет все обязательно скачать на компьютер и сохранить. Сохраните себе резервную флешку, сделайте. На ней вы будете хранить весь проект. И также можете мне на WhatsApp писать. Мой номер телефона вы видите на экранах. Обращайтесь по поводу приобретения проекта. Если, друзья, вы хотите
получать мою консультацию, да, задавать мне вопросы, я всегда на связи. Ну, консультация – это моя платная услуга. Вопрос стоит всего 150 рублей. Это маленькая оплата потраченного мной на вас время. Но вы зато получите полностью ответ, который вас интересует. Также, друзья, в подарок под этим видео в описании есть пошаговая инструкция, поэтапная инструкция сборки как мангалов с каминами, так же, как и барбекю комплексов. Эти инструкции вы можете скачать совершенно бесплатно. Проходим вниз под описание. Там будет ссылка на мой сайт mangalyplamя.ru и 2 ссылочки на вот эти пошаговые инструкции. В них я уже ответил на часто задаваемые вопросы, в том числе и про толщину шва, там и про растворы, и про поэтапно, как собирать правильно мангал с камином и барбекю комплекс. То есть я рассказал, как раскладку делать первого ряда, какие этапы сборки, поэтапно. То есть сначала облицовку поднимаю на какую-то высоту, а потом уже опять возвращаюсь к первому ряду по рядовке и собираю внутреннюю часть и так далее. То есть все это описано в этих пошаговых инструкциях. Еще раз напоминаю, это все вы можете увидеть под видео в описании. Будут 3 ссылки активные на проекты и на вот эти инструкции. Инструкции вы можете скачать прямо сейчас, после просмотра данного ролика. Кто не подписался, подписываемся обязательно на мой канал. Ставим лайки, да, пишем комментарии. И ждем выхода новых моих клипов на канале Пламя. Все, я желаю вам здоровья, мира нам всем над головой. И до новых встреч. Всем пока.